Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Паснова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Сегодня, наконец, у меня появилась возможность впервые за долгое время рассказать вам про растение, про новое, а не сделать обзор сорта. Сегодня я вам буду рассказывать про антуриум кларинервиум. Его еще называют антуриум хрустальный. Почему пошло название хрустальный, мне не очень понятно. Ну, вроде как на хрусталь он не очень похож. Но если у вас есть соображения на этот счет или какие-то догадки, или, может быть, вы знаете, как произошло это название в простонародье, пишите мне в комментариях, я с удовольствием почитаю. Данный вид антуриума, так же как антуриум буши-кинг, относится к декоративно-лиственным разновидностям антуриума. Он не является цветущим. Почему? Каким образом у нас относится к тем или иным видом растения? Если у нас превалирует красота листьев, безусловно, это декоративно-лиственное растение. Если у нас превалирует красота цветов, то это цветущее растение. Кларинервиум цветет, и цветет он очень своеобразно. Я не могу сказать, что это некрасиво, но это просто своеобразно. Вот такой у него прицветник, похожий на травинку, достаточно узкий, длинный и абсолютно потрясающей красоты пестик. То есть он такой вот длинный, похож на саблю. Кстати, вот как с эфесом, да, такой эфес у сабли. Ну, то есть какая-то ассоциация у меня пошла на него. Но, конечно же, ценят его за красоту листьев. Листья у него достаточно большие, крупные, сердцеобразные, и они у нас такого немножечко бархатного по ощущениям, ну, такие бархатные по ощущениям, темно-зеленые и с ярко выраженными вот такими серыми прожилками. То есть прожилки украшают и дают нам прям вот самый сок, скажем так. Я честно вам признаюсь, что личной дружбы у меня пока с ним не сложилось, потому что не было опыта такого. Но у меня сейчас дома стоят два кларинервиума, которые приехали очень сильно пострадавшие. Как я уже много раз говорила, когда у растения большие листья, и они неминуемо страдают во время транспортировки длительной из Голландии, и когда уж совсем это очень-очень портит цветок, я забираю его себе. Вот сейчас у меня два кларинервиума стоят, я буду за ними наблюдать и попозже сниму про них ролик еще раз и уже поделюсь там своим личным опытом. А сейчас давайте попробуем просто порассуждать. Смотрим, начнем с осмотра. Смотрим в дренажное отверстие и видим, что у него толстые очень корни, то есть намного толще, чем у обычных антуриумов. И это ощущается через горшок. Вот не знаю, будет видно или нет, горшок немножко деформирован, то есть он стал овальным, потому что вот здесь у нас прям выпирают корни, вот они на ощупь очень хорошо чувствуются. У обычных антуриумов такой истории не происходит. Похоже чем-то на замиокулькас вот по структуре распирания горшка. И вот здесь тоже у нас торчит корешок, то есть мы видим, корни очень и очень толстые. Соответственно, какой мы можем сделать вывод? Что если мы не будем высушивать растение между поливами, оно у нас сгниет, потому что вот эти толстые корни будут находиться постоянно во влажной среде, и рано или поздно они начнут гнить. Далее, вот даю вам свое ощущение растения, да, как человек, которого они тоже появились первый раз. К сожалению, нам садовник не дал никакой инструкции, поэтому я могу только предполагать, что он любит. Вероятнее всего, от прямых солнечных ожогов, от прямых солнечных лучей у него будут ожоги. Свет, так как растение с темными листьями, он не очень должен быть к нему требовательным, но все-таки не ставим его в темные углы, и рассеянного света ему должно хватать. Мы можем поставить его вдалеке от южного окна, рядом с западным, рядом с восточным, либо на северо-восточное, северо-западное окно. Я думаю, что ему там будет комфортно. А пересаживать будем мы когда-то, берем плюс 2 сантиметра. Меня каждый раз, я об этом рассказываю, под одним видео спросили. Плюс 2 сантиметра к чему? Ну, конечно же, к тому горшку, в котором мы купили. То есть вот такого диаметра горшок вот мы ставим транспортировочный. У нас остается вот столько свободного места в новом горшке. Это и есть идеальный размер. Ну и, соответственно, плюс 2 сантиметра в высоту. Чем сильнее мы даем жировать корням, тем у нас хуже растет надземная часть. Безусловно, некоторые зрители правы, и есть исключения из этого правила.
Но, тем не менее, на 99% растений это правило работает. Соответственно, грунт я бы взяла универсальный, то есть я не люблю вот эти вот всякие странные смеси, но разрыхлить желательно крайне, добавить либо перлит, либо вермикулит, то, что вы любите, то, что вам тактильно больше нравится. Значит, рассеянный свет, полив раз в неделю, обязательно даем высыхать. Опрыскивать бы я его не стала, вот честно, потому что мне кажется, что ему это не очень понравится вот за счет вот этой бархатистости. Я не знаю, видно или нет, но у него прям такой перелив идет листа, и не все листья ровные, видите, это такой немножечко курносый. Такое растение достаточно интересное, я думаю, что сейчас они у меня поживут, и, возможно, я себя оставлю. Те, кто не дружит с цветущими антуриумами, это не значит, что вы не подружитесь с этим, потому что растения все-таки отличаются. Длинные вот такие у нас идут. Кстати, вот давайте посмотрим, откуда у нас идет цветонос. Цветонос у нас идет из листа, причем из основания листа. Листья фактически растут из земли и выше, ну, не знаю, будут они подниматься или нет, я сомневаюсь. Мы сейчас немножечко притопчем и посмотрим. Ну, вот это тело растения у нас. И здесь вот идет старый лист, из него идет еще один лист. Листья выходят из пазух, поэтому вот если у вас повредился лист, как в нашем случае, режьте повыше, чтобы вот это вот уплотнение дать ему возможность выйти еще одному новому листу. Ну, собственно, не знаю, я могу заподозрить мучнистого червеца на нем, но не факт. Почему-то у меня складывается ощущение, что очень стойкое растение, не должно быть, как змеокулькас, подвержено практически никаким вредителям. Поэтому, если вы любитель декоративно-лиственных растений, любитель антуриумов, я думаю, что это растение пополнит вашу коллекцию, доставит вам море удовольствия. Вроде бы все рассказала про пересадку, про грунт, про вредителей, про опрыскивание, полив. Ну, конечно же, но он очень смешной. Эти вот цветочки, по-моему, они очень-очень-очень миленькие. Растение тактильно приятное для таких людей, как я, которые любят пощупать, это прям вообще экстаз. Хотя оно, не знаю, как сказать, но вот это вот его изящество, оно привлекает. Если у вас есть опыт дружбы с хрустальным антуриумом, с антуриумом кларинервым на протяжении нескольких лет, пожалуйста, напишите, как он у вас себя чувствует, сколько листьев максимально он может давать, есть ли у него какие-то вредители, может быть, что-то вы обратили внимание, мы будем с другими зрителями вам очень за это признательны. На этом я заканчиваю. Через годик появится еще один ролик уже с моим личным опытом. Ну и, собственно, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, и надеюсь, до новых встреч.